Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с воспоминаниями младшего унтер-офицера, который служил в 13-й роте 1-го полка 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Мы работали на вокзале, на кирпичном заводе. Конвоиры были очень хорошие, им тоже было тяжело. Я также работал в колхозе. Потом нас перевели в Курск, а оттуда в Чистяково, на угольную шахту. Там меня спросили, не хочу ли я работать в культурной группе. И я согласился. Мы делали все возможное, писали и играли в скетчи. Мы из культурной группы должны были поддерживать хорошие отношения с комиссаром. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Вас, эсэсовцев, перевозят в режимный лагерь. Это лучший лагерь во всем районе». Я подумал, что он издевается. Мы пришли в этот лагерь и, во-первых, не поняли, что это лагерь. Он выглядел как нормальный жилой микрорайон. Там на окнах висели гардины и стояли горшки с цветами. Там нас принял немецкий комендант лагеря. Он спросил: «Какая дивизия?» «Тоттенкоф. Третий блок. Доложитесь там старшине». Мы снова были у нас, в СС. Это был лучший лагерь за все мои более чем 4 года в русских лагерях. Мы работали в шахте. Шахта была в 150 метрах от лагеря. После нашей смены в шахте туда заступала русская смена. У нас не было охраны. Мы участвовали во всех социалистических соревнованиях. И ко дню Октябрьской революции, и ко дню рождения Сталина, и лучший шахтер. Мы их все выигрывали. У нас был чудесный политический офицер. Он привез нам 30 женщин из лагеря интернированных. У нас был танцевальный оркестр. У нас был танцевальный вечер. Но я на нем не был. Была моя смена. Черт ее побери. И вот теперь сенсация. Мы получали зарплату. Столько же, сколько и русские. Я повторяю, мы получали столько же, сколько и русские. И даже больше, потому что мы работали намного старательнее, чем они. И деньги приходили к нам на счет. Но все деньги мы снять не могли. Мы должны были перечислять с наших счетов 456 рублей за расходы на нас в лагере. В июле 1948 года наш политический офицер, который не провел с нами ни единого политического занятия, потому что он сразу сказал, что нам это все равно до лампочки. Также он сказал, что до конца 1948 года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. Мы сказали: ну хорошо, и начали ждать. Прошел август, прошел сентябрь, наступил октябрь. Нас построили и рассортировали по разным лагерям. Так было во всех лагерях в нашем районе. В этот момент мы действительно боялись, что нас всех расстреляют, потому что он сказал, что до конца 1948 года в России не останется ни одного немецкого военнопленного. В этом лагере мы не работали, но деньги из прошлого лагеря были у меня на счету. Я покупал продукты, угощал товарищей. Мы отлично провели Рождество. Потом меня перевели в другой лагерь. Я попросился опять на работу в шахту. Потом перевели в еще один лагерь, и там мы опять работали в шахте. Там было плохо, лагерь был далеко, условия были плохие. Не было кабинок для переодевания, были смерти на производстве, потому что безопасность труда была плохая. Потом этот лагерь ликвидировали, и я попал в Днепропетровск. Там был гигантский автомобильный завод, мастерские, станки из Германии. С материалами там обращались очень расточительно. Если за пару минут до конца рабочего дня привозили бетон, то его просто оставляли лежать до завтра, и он засыхал. Потом его ломали ломами и выкидывали. Готово! Мы грузили кирпичи. Все брали по 4 кирпича, по 2 под руку. А один брал только 2. Русские спросили: «Это что? Почему ты берешь только по 2 кирпича, а все остальные по 4?» Он сказал, что все остальные ленивые, им лень ходить по 2 раза. 16 декабря 1949 года мы спали в большой казарме. Неожиданно раздался свисток и команда собрать вещи. Сказали, что мы едем домой. Зачитали список. Мое имя там тоже было. Я особенно не радовался, потому что боялся, что еще что-нибудь поменяется. На остаток моих денег я купил в столярной мастерской 2 больших деревянных чемодана, 3000 сигарет, водку, черный чай.
и так далее. Мы замаршировали пешком через Днепропетровск. Русский комендант лагеря хорошо знал немецкие солдатские песни и скомандовал, чтобы мы пели. До самого вокзала в Днепропетровске мы пели одну песню за другой. И мы летим над Англией, и наши танки едут вперед по Африке, и так далее. Русский комендант лагеря получил удовольствие. Вагоны были, конечно, товарные, но в них была печка. Мы получили достаточно продовольствия, двери не закрывали, и мы поехали. Была зима, но в вагонах было тепло, нам все время давали дрова. Мы приехали в Брест-Литовск. Там нас поставили на запасной путь, и там уже стояло 3 поезда с бывшими немецкими солдатами. Там нас еще раз обыскали. У меня была фляга с двойным дном, которую я украл у русских. Там у меня был список имен 21 товарища, про которых я знал, как они погибли. Но все обошлось. В Брест-Литовске нас продержали 3 дня, и мы поехали во Франкфурт-на-Одере. На товарной станции во Франкфурте-на-Одере к нашему поезду подошел маленький немецкий мальчик с авоськой и попросил у нас хлеба. У нас было еще достаточно еды, мы взяли его в наш вагон и накормили. Он сказал, что он за это споет нам песню, и спел, когда в России кроваво-красное солнце тонет в грязи. Мы все заплакали. Железнодорожные служащие на вокзале выпрашивали у нас сигареты. Ну ладно. Нас привезли в еще один лагерь. Мы еще раз прошли очистку от вшей. Нам выдали чистое белье, русское, и по 50 восточных марок, которые мы, конечно, немедленно пропили. Зачем они нам в Западной Германии? Еще каждый из нас получил пакетики Западной Германии. Нас посадили в пассажирский поезд, может быть даже скорый. Но дорога была одноколейная, и мы должны были ждать каждый встречный поезд. Мы в очередной раз остановились прямо у какого-то полностью разрушенного вокзала. К нашему поезду подошли люди и попросили хлеб. Мы поехали дальше в Мариенборн. Там был конец пути. Утром мы перешли границу Западной Германии. Там были русские, была нейтральная полоса. Русские говорили: «Давай, раз, два, три». И мы перешли границу. Нас принимали, все были там. Политики, католический священник, протестантский пастор, Красный Крест и так далее. Там мы неожиданно услышали ужасный вопль. Как мы потом узнали, там забили до смерти одного антифашиста, который многих отправил в штрафные лагеря. Тех, кто это сделал, увела полиция. Мы были в Фринланде. Я разобрал мою флягу, отдал список из 21 имени в Красный Крест. Я прошел медкомиссию. Мне выписали демобилизационное удостоверение. На него мне поставили штампель СС. Теперь я хотел попасть домой как можно быстрее. Я пошел на вокзал, сел в поезд, потом сделал пересадку. В любом случае, 23 декабря я опять был дома. Я был рад. Англичане, конечно, нас почистили. В доме больше не было ковров, исчезла одежда и так далее. Но все получилось хорошо. Я опять был дома. Я должен был прописаться, это было в городе. Потом я пошел в социальное бюро. Я хотел получить пенсию или пособие за мое ранение в легкое. Там увидели мое демобилизационное удостоверение со штампелем СС. И сказали: СС, идите отсюда, мы про вас знать не хотим. Мой дядя устроил меня работать слесарем по машинам. Потом я постепенно стал мастером. 31 декабря 1982 года я вышел на пенсию. Я активно занимался спортом. Я был чемпионом Германии по кеглям. Кеглям меня приучил мой отец. Хотя я сначала сказал, что кегли это не спорт. Отец взял меня с собой играть в кегли, а на следующий день я не мог спуститься по лестнице. У меня все болело. Так что кегли это серьезный спорт. Потом я занимался и до сих пор занимаюсь разведением птиц. У меня 3 детей. Моя первая жена умерла, а вторая со мной развелась, потому что у меня был роман с моей военной невестой, после того, как у нее умер муж. Сейчас она болеет. После операции она уже 2,5 года живет в доме для престарелых. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.